Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» и я Оля. Мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать! Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много. Для вашего удобства они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. Что-то интересное для себя вы обязательно найдете. Отдельный привет и слова благодарности моим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам из разных городов, разных стран, разных континентов. Спасибо за ваши лайки, комментарии, за вашу поддержку. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже работали. Узорчики есть на канале с такими ниточками, с новым узорчиком. И сразу хочу уточнить, вы берете ниточки любые, какие у вас есть, не обязательно такие, которые показываю я. Все узорчики универсальные. Поэтому пробуйте, вяжите из любой пряжи. Из летней, из демисезонной, из зимней. Один и тот же узорчик из разной пряжи может выглядеть по-разному. Из вашей пряжи, возможно, он будет выглядеть намного выигрышнее, чем из моей. Итак, по порядку. Что у меня сегодня за ниточки? Называются они у меня Газал Baby Cotton. Моточки небольшие, по 50 грамм, в 50 граммах по 165 метров. Так, по составу смотрим. Это 60% хлопок, 40% это акрил. И нам здесь советуют производители брать крючок в зависимости от вашей плотности вязания от 2 до 3. Я сегодня возьму вот такую вот 3. Так. Вот. Вы точно так же берете в своей пряже, читаете инструкцию, аннотацию, да, чтобы у вас правильно вы подбирали крючок к своей пряже, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Так, я запланировала сделать свой узорчик сегодня разноцветным. Вы можете точно так же делать разноцветным, да, можете брать одну пряжу на ваше усмотрение. Здесь вас никто не ограничивает. Схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю. Схемка, ну, в принципе, так скажем, читабельная, да, нужно приглядеться, ну, какая есть. Кто умеет самостоятельно работать со схемками, работайте самостоятельно. Кто не умеет, повторяйте за руками. Ну и, естественно, смотрите на схемку. Да? Мы с вами провязали элемент, посмотрите, как он обозначается в схемке. Провязали, посмотрели, провязали, посмотрели. Так вы самостоятельно научитесь работать в дальнейшем с любыми схемками. Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 8 петелек. Давайте я наберу, например, 4 раппорта, 32 воздушные петельки. И одну дополнительную, чтобы узорчик красиво ровно закончился. Ну, а вы набирайте сколько вы хотите. Итак, для начала все как всегда. Петелька фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. Теперь я набираю 33 воздушные петельки. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33. Вот мой будущий образец. Далее по схемке идет сразу же узорчик, а мы с новичками сделаем вспомогательный ряд. Чтобы не запутаться в воздушных петельках, мы сделаем столбики с накидом. Итак, 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем от крючка 5 петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид в 5 петельку нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. 2, 2. Столбик с накидом. Накид по порядку в следующую петельку точно так же нырнули и провязали точно так же по 2 петельки. Столбик с накидом. И вот так вот шагаем в каждую петельку цепочки. Провязываем столбики с накидом. Не торопимся. Лишнее не провязываем, да? И ничего не пропускаем. В каждую петельку столбик. Сами себя контролируйте. По итогу количество столбиков будет равно столько, сколько вы набрали петелек в цепочку. Вот я набрала 33 воздушные петельки. У меня получается было 33 столбика с накидом. Первые вот эти 3 петельки подъема мы считаем за столбик. Это имитация столбика. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 столбиков я уже провязала. Давайте самостоятельно до конца ряда. Это несложно. В конце ряда встретимся. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот наши столбики готовы, все ровненько, аккуратненько. Приступаем к узорчику. Я хочу этой же ниточкой продолжить,
То есть вы можете менять, можете продолжать. Итак, для начала воздушная петелька, поворот. Сюда же в верхушку этого же столбика столбик без накида. Есть. Дальше смотрите внимательно. Делаем накид. Пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. И в 4-й столбик нырнули, вытянули ниточку, провязали по 2 петельки, 2, 2, столбик с накидом. И считаем. Раз. Сюда же, в эту же верхушку, провязываем 2-й столбик с накидом. 2. Сюда же точно так же 3. Считаем. 3. 4. 5. 6 и 7. Вот такой веерочек у нас получился. Видите, несложно. Дальше опять пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. И в 4-й провязываем столбик без накида. Дальше повторение. Накид. Пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. В 4-й точно так же делаем веерочек, провязываем 7 столбиков с накидом. Считаем. Раз, сюда же. 2, сюда же. 3, 4, 5, 6 и 7. Еще один веерочек. И его присоединяем тоже через 3 столбика. Раз, два, три. В 4-й. Оп. И все. И вот так вот шагаете до конца ряда. Провязывайте веерочки. Совсем несложно, да? Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда встретимся. У вас получится. Так, смотрите. Вот наши веерочки готовы. Ничего сложного. Присоединяем, получается, наш последний веерочек. Смотрите. 3 столбика пропускаем. Раз, два, три. И там, где 3 петельки подъема были в предыдущем ряду, мы берем за 3-ю петельку и провязываем столбик без накида. Да? И продолжаем дальше наш узорчик. Но я хочу здесь поменять ниточку. Вы можете менять, можете не менять. Смотрите, кто будет менять, повторяйте за мной. Петельку распустили, на крючке оставили 2 петельки. Так. Дальше, ну, допустим, возьму я белый цвет. Итак, делаем петельку фиксации, чтобы у нас никуда не убежала. И эту петельку протягиваем через 2 розовые. Оп, все. Ряд закончен. Видите, ряд закончен розовой ниточкой, но в процессе вязания уже беленькая есть. Дальше, смотрите, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И теперь смотрите, как будем провязывать все столбики нашего веерочка. Накид. Захватываем столбик, смотрите, вот так вот сзади наперед. Получается столбик перед крючком. Вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. Как столбик с накидом, только в данном случае он будет у нас рельефный, лицевой называется. Следующий столбик точно так же. Накид. Захватили столбик. И точно так же провязываем рельефный, лицевой, столбик с накидом. Ничего сложного. Следующий столбик точно так же. Рельефный, лицевой, столбик с накидом. Есть. Следующий считаем. 4-й у нас уже, да? Точно так же. 5-й столбик. 6-й столбик. И 7-й столбик. Данная сторона у нас будет провязана, получается, всеми рельефными лицевыми столбиками с накидом. Но если мы с вами перевернем, смотрите, что у нас в итоге получается. Видите, как бы вот такая вот выделяется полосочка объемная. То есть с этой стороны данный веерочек будет выглядеть вот таким вот образом. Красиво и симпатично. Идем дальше. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И опять переключаемся на следующий веерочек и его провязываем точно так же. Начиная с 1-го столбика, все столбики у нас будут рельефными. И в данном случае они будут все рельефными, лицевыми
столбиками с накидом. Обязательно попробуйте рельефные столбики в узорчиках. Они придают какую-то такую изюминку. И узорчик становится более интересным. Вот. И вот так вот провязывайте каждый столбик веерочка. Это несложно. Особенно провязывать лицевые. Рельефные лицевые столбики. Очень даже удобно захватывать. Вот такая картина у нас получается с этой стороны. 3 воздушные петельки. И переключаемся опять к следующему веерочку. И провязываем точно так же. Все столбики рельефные лицевые столбики с накидом. Все. Вот это весь ряд. Давайте самостоятельно до конца ряда. Несложно у вас получится. Так, смотрите, вот провязали весь ряд нашими рельефными столбиками. Несложно, все ровненько, аккуратненько. Как мы заканчиваем ряд? После последнего рельефного столбика мы делаем накид. И там, где у нас был столбик без накида предыдущего ряда, мы в него провязываем столбик, обычный столбик с накидом. Все, наш ряд закончен. Вы можете продолжать дальше этим же цветом. Да? Я хочу опять поменять ниточку. Ну вот такое вот настроение. Смотрите, опять распускаю последнюю петельку, на крючке оставляю 2 петельки. И вот в эти 2 петельки я буду ввязывать новый цвет. Пусть он у меня будет вот такой вот интересный сиреневый. Итак, опять петелька фиксации. Все как в предыдущем ряду. И вот этой петелькой провязываем 2 последние петельки. Оп, все. Беленькую подтянули. Ряд наш закончился белым цветом, да? Но в процессе вязания мы уже видим, что у нас есть сиреневенькая ниточка. Идем дальше. Для начала 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Поворот. Накид. И сюда же, вот верхушку этого же столбика, провязываем столбик с накидом. Считаем. 1. Сюда же столбик с накидом. Считаем. 2. И столбик с накидом 3. Ну, как бы вместе с 3 петельками подъема, да, получается вроде как 4 столбика. Идем дальше. Вот получается наш веерочек, провязанный беленькими ниточками. Видите, как он выглядит с этой стороны? Мы с вами отсчитываем 3 столбика. 1, 2, 3 и в 4, то есть центральный столбик, ныряем и провязываем столбик без накида. Дальше накид. Там, где у нас была арочка из 3 воздушных петелек, мы в нее провязываем опять 7 столбиков с накидом. Наш будет веерочек. 1. Сюда же. 2. Сюда же. 3. 4. 5. 6. И 7. Веерочек. Здесь получается половинка веерочка, да? А здесь полностью веерочек. Опять присоединяемся, отсчитываем 3 столбика. 1, 2, 3. И в 4 столбик, столбик без накида. Дальше опять у нас идет арочка, да? И мы в нее опять провязываем веерочек. 7 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Угу. И опять присоединяемся столбиком без накида. 1, 2, 3 к 4 столбику предыдущего нашего ряда. Вот так вот. И до конца ряда. Угу. Несложно? Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот мы провязали до конца ряда. Мы начинали с половинки веерочка, да, и заканчиваем пол веерочка. Вот у нас 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. Помните, мы сделали петельки подъема. Вот, в 3-ю петельку подъемом провязали, и все. Дальше смотрите, какая особенность. Вы можете продолжать тем же цветом, да, но я хочу опять присоединить беленькую ниточку. Тут особенность еще какая. Я не хочу отрезать беленькую ниточку, которая у меня здесь осталась. Так? Я могу отрезать и продолжать с этой стороны. Но как можно, так скажем, не оставляя много остатков, переключиться на ниточку, не отрезая ее? Я возвращаюсь к началу этого ряда.
Там, где у меня третья петелька подъема, аккуратненько ныряю в нее, вытягиваю беленькую ниточку, таким вот образом. Сильно не тяну, чтобы край не зажулькать, тихонечко, легонечко. Теперь я делаю 3 петельки подъема. Раз, два, три. Я сейчас должна буду провязать точно так же, как вот в белом ряду, рельефные столбики. Но в данном случае я буду провязывать их рельефными изнаночными. Угу. Чтобы сохранить рельефность. С этой стороны у нас будут все столбики вот таким вот образом выглядеть. Так, смотрите, для этого что я делаю? Я захватываю столбик наоборот, спереди назад, столбик за крючком. Вытягиваю ниточку и провязываю по 2 петельки. 2, 2. Рельефный изнаночный столбик с накидом. Еще раз, следующий столбик точно так же. Столбик за крючком, вытягиваю ниточку и провязываю по 2 петельки. Рельефный изнаночный столбик с накидом. То есть, если бы вы продолжали бы, да, с этой стороны, так, то у вас все столбики шли бы опять рельефными лицевыми, как мы вязали вот в беленьком ряду. Ну, в данном случае я решила просто показать, как можно еще по-другому сделать. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Переключаемся на наши столбики сиреневые. И все столбики провязываем рельефными изнаночными столбиками с накидом. Угу. Вдруг кто-то захочет также провязать цветными разноцветными ниточками, как я решила показать данный узорчик. Все. И у вас сохраняется рельефность. То есть с одной стороны у вас все столбики выглядят рельефными изнаночными, и с другой стороны они выглядят как все рельефные лицевые. Я вам сейчас покажу. Довяжу веерочек и покажу. Так. И последний рельефный изнаночный столбик с накидом. Видите? Они здесь у нас такие вот выпуклые выглядят. А когда мы перевернем, они здесь все гладенькие. Видите? Вот. Они гладенькие. То есть, получается, одна сторона у нас будет лицевая, а другая будет изнаночная. Вот. Если вы вяжете вместе со мной, повторяете, то у вас точно такая же картина получается. Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И точно так же переключаемся к следующему столбику. Все столбики рельефные и изнаночные. Поняли, да? Надеюсь, я вас не запутала. Давайте до конца ряда самостоятельно и в конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот что у нас по итогу получается. Несложно, симпатично. Как мы заканчиваем ряд? Вот мы провязали 3 рельефных столбика, а последний столбик пусть у нас будет обычным столбиком. Взяли за верхушку вот этого сиреневого столбика. Все. И смотрите, какая особенность. Я делаю воздушную петельку, оставляю белую ниточку, потому что я хочу ввести новый цвет. Я его введу с этой стороны, а обратно буду провязывать беленькой ниточкой. То есть я беленькую отрезать не буду, поняли? Обратно пойду беленькой ниточкой. Итак, вот у меня новый цвет. Я берусь за третью петельку подъема, то есть возвращаюсь в начало ряда. Берусь за третью петельку, делаю петельку фиксации и протягиваю ее через петельку. Так. Дальше у меня по узорчику идет 1 воздушная петелька. Сюда же вернулись и провязали столбик без накида. Теперь переключаемся вот в нашу арочку и в нее провязываем веерочек. 7 столбиков с накидом. Раз, сюда же 2, сюда же 3, 4, 5, 6 и 7. Вот. Опять наш веерочек, как в самом первом ряду. Угу. Дальше пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. И в 4-й столбик провязываем столбик без накида. Дальше точно так же перепрыгиваем вот нашу арочку и провязываем опять 7 столбиков с накидом. Раз, два, три,
4, 5, 6, 7. И опять присоединяемся к четвертому столбику. Раз, два, три, четвертый. Все, повторяем, получается, самый-самый первый ряд. Не сложно? Не сложно. Давайте до конца ряда самостоятельно. Так, смотрите, потихонечку красота наша вырисовывается. Видите, у нас получается разноцветные ниточки по краешкам мы отрезаем. Беленькую мы еще пока нигде не отрезали, да? Итак, вот мы заканчиваем наш ряд. Нам необходимо будет провязать в четвертый столбик без накида. Смотрите, какая особенность. Опять раз, два, три. Вот у нас четвертый столбик. Мы ныряем. И здесь у нас столбик без накида. Поняли, да? Вот он, заканчивается ряд. Но мы же должны переключиться на беленькую ниточку. Смотрите. Опять петельку мы распускаем одну. Оставляем 2 петельки. И помните, у нас здесь петелька осталась. Вот мы ее как раз возьмем сейчас, беленькую. И протянем. Оп. Все, переключились. Видите? Все ровненько и аккуратненько. Дальше у нас тут 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И мы с вами договорились. Сохраняем рельефность, да? В данном случае все белые столбики у нас будут рельефными, лицевыми. Как вот мы провязывали вот здесь во втором ряду. Накид. Захватываем столбик сзади наперед. Столбик перед крючком. И провязываем рельефный лицевой столбик с накидом. Получается, на другой стороне они у нас будут выглядеть изнаночными. Поняли, да? Вот такой вот принцип. Опять же, если вы меняете ниточку. Если не меняете, у вас всегда рельефные столбики будут лицевыми. То есть вы будете провязывать один ряд веерочки, второй ряд рельефные лицевые. Потом просто сместитесь в шахматном порядке. Один ряд веерочки, а один ряд рельефные лицевые столбики с накидом. То есть смотрите на ваше усмотрение. А здесь я вам покажу и как вяжутся и лицевые, и изнаночные рельефные столбики. И как происходит смена ниточки, и как сохранить ниточку, не отрезая миллион раз. Да? Видите? Все. То есть с этой стороны все рельефные лицевые. Переворачиваем. То же самое, как видите, как вот в первом ряду. Оп. Все то же самое. Красота, красота. Давайте до конца ряда самостоятельно. И в конце ряда встретимся. Повторение вот нашего второго ряда. Ничего сложного. Так, смотрите, вот опять провязали наши рельефные столбики. Заканчиваем ряд столбиком обычным с накидом. Вот столбик без накида предыдущего ряда. Так. И я оставляю 2 петельки, переключаюсь опять на новый цвет. Ну, пусть это будет самый первый, вот такой нежно-розовый. Вы можете присоединять еще другие цвета, если хотите. То есть тут как вы решите сами. Вы дизайнер, как вы сделаете, так будет круто. Итак, петелька фиксации. И провязываем ее. Оп. Все, переключились. Дальше, смотрите, мы делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот, накид. Возвращаемся сюда же, в этот же столбик. И провязываем 3 столбика с накидом. Раз, сюда же. 2, сюда же. 3. Пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. В четвертый провязали столбик без накида. Дальше в следующую арочку опять провязываем веерочек. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. И опять присоединяемся к четвертому столбику. Раз, два, три, 4. Все. И дальше у нас идет повторение. Вот как наш сиреневый ряд. Помните? Тоже было половинка веерочка, а потом целый веерочек. Все. Дальше уже повторение. Сам по себе узорчик 2 ряда. Веерочек, рельефные столбики. Потом сместились в шахматном порядке. Веерочек, рельефные столбики. Опять вернулись. Видите? То же самое, что и первый ряд. Получается, провязываем раз, два, три, 4. Потом опять раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. И тут на ваше усмотрение. Одним цветом, одним. Разными, разными. То есть, как вы захотите. Что, давайте увеличим образец, несколько рядочков. Мне интересно, как получится. Встречаемся через несколько рядочков. Давайте.
Итак, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот что по итогу у меня получается. Изнаночка, все ровненько, аккуратненько, не стыдно показать. Лицевая сторона. Вы можете перевернуть, у вас могут веерочки смотреть вниз, кому будет интересно так. Можете изделие так делать. Как вам? Совсем, скажите, несложно, да? Повторюсь, вы можете брать разноцветные ниточки, можете брать остаточки, а можете одним цветом вязать. Опять же, пряжа у вас может быть совсем-совсем любая, как вы захотите. Итак, из моих ниточек вот так не тянется. Вот так, ну там совсем чуть-чуть тянется. Давайте замерим красоту. Итак, получается, я набирала 33 воздушные петельки. Если моей рукой, моей плотностью вязания, моим крючком, моей пряжей, да, то у меня, например, получается это вот 15 сантиметров. У вас может быть совсем другие размеры, поэтому обязательно вяжите своей рукой. Даже если мы с вами возьмем один и тот же крючок, одну и ту же пряжу, у нас с вами может отличаться плотность вязания. Идем дальше. Тут получается у нас веерочек и рельефные столбики, 2 ряда. 2, 4, 6, 8, 10, 12. И самый первый наборный 13. Так. Смотрите, получается 10, ну, с хвостиком сантиметров. Да, то есть узорчик получается за счет рельефных столбиков, он немножечко так вот как бы сужается. А так вяжется совсем очень-очень быстро. Особенно если вы цвет не меняете, так вообще быстро свяжете. Закончить узорчик можно вот именно данным рядом, да, потом провязать столбиками с накидом или столбиками без накида. Если будете заканчивать веерочками, то есть у вас будет краешек волнистый. Возможно, так будет вам необходимо для вашего изделия, чтобы был краешек волнистый. Если это будет, например, тоненькие ниточки, то это может быть палантин, шарфик. Это может быть классный кардиган, кофточка, да, из ниточек поплотнее. В общем, если вы уже вязали данный узорчик, рассказывайте, что вязали, какими ниточками, нам будет интересно. Но если не вязали, подбрасывайте идейки, чтобы вы связали из какой пряжи. Угу. Вот такая красота. Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, вам будет приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты. Бежите с удовольствием. Ну что, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.